Космос всегда привлекал наше внимание и вызывал интерес, а с развитием технологий и компьютерных игр мы получаем возможность погрузиться в удивительные миры и испытать себя в качестве космического исследователя или бесстрашного пилота. В этом видео я расскажу вам о самых ожидаемых проектах, которые должны выйти или уже вышли в 2023 году. Это видео я разбил на две части, чтобы уложиться в тайминг. Первая часть была в прошлый раз, а теперь продолжаю. Это быть инди, приготовьтесь к увлекательному полету в космос, полному приключений и опасностей. Dead Space Remake, как следует из названия, является ремейком. Это переиздание самой первой видеоигры, положившей начало целой франшизе. Жанр у нее остался прежним. Это научно-фантастический хоррор на выживание с видом от третьего лица. Действие все так же происходит в 26 веке на космическом горнодобывающем корабле Ишимура. А на роль протагониста снова был выбран Айзек Кларк. Завязка истории повторяет оригинал. Инженер получает сигнал бедствия от врача Николь Бреннан, прилетает к звездолету на ремонтном челноке Келлион и узнает, что экипаж был перебит некроморфами. После этого он пытается докопаться до правды, параллельно сражаясь с мутировавшими ожившими трупами и пытаясь сохранить рассудок после всех увиденных ужасов. Предыстория по традиции раскрывается через аудиозаписи и беседы с немногочисленными выжившими людьми. Игра «Мертвый космос. Ремейк» была создана с нуля. В ней появилась новая современная графика, а звук стал более объемным. Сражения с монстрами по-прежнему сопровождаются кровью и мясом. Тварям можно и нужно отрезать конечности, чтобы одолеть их. Чудовища обзавелись дополнительными слоями плоти, костями и сухожилиями. Путешествие по отсекам зловещего судна теперь происходит без подгрузок. Карта стала не только бесшовной, но и более открытой, а локации обзавелись множеством дополнительных деталей. На них отныне порой происходят рандомные события благодаря введению Intensity Director. Данная система может выбирать и запускать сотни ивентов в даже уже посещенных местах. Благодаря этому те же встречи с врагами происходят не только по сюжетным скриптам. Колонизация планеты в Occupy Mars – это сложная, но интересная задача. Здесь игроку предстоит построить собственную базу, изучить просторы Красной пустыни, добывать воду, выращивать еду и находить все новые способы добычи кислорода. Открытый мир с большим потенциалом песочницы позволит всерьез погрузиться в роль первопроходца на Марсе. Используя передовые технологии, в Occupy Mars выйдет создать развитую сеть построек. Теплица, резервуары с кислородом, генераторы – все это поможет получать жизненно необходимые ресурсы и самостоятельно выживать на отдаленной планете. Здания соединяются между собой герметичными тоннелями, а вокруг них можно построить солнечные панели. Между ними также необходимо провести трубы и кабели, а в случае поломки ремонтировать при помощи специальных починочных наборов. Пайка, контроль горячего воздуха, приборное измерение показателей – все эти умения станут незаменимыми при любой поломке. А в некоторых задачах помощником послужит технологичный робопес. Главной целью станет изучение поверхности Марса, поиск ценных ископаемых и выбор места для постройки будущего города. Перемещаться по крутому ландшафту поможет восьмиколесный вездеход или квадроцикл. Со временем транспорт выйдет улучшить мастерской. Но стоит быть осторожным, ведь со смены дня и ночи сильно падает температура. После наступления темноты лучше с базы не высовываться. К тому же, важно заранее запастись энергией, ведь ночью солнечные панели не работают. Главное в колонизации – это умение быстро реагировать на любые катаклизмы, ведь произойти может что угодно. Homeworld 3 – это новая часть знаменитой франшизы о космических сражениях, которая является сиквелом и продолжает сюжетную линию. Тем не менее, игра подойдет и для тех, кто со вселенной не знаком, если погрузиться только в режим многопользовательских противостояний на кораблях. Теперь по вселенной разбросаны заброшенные галактические станции, которые превратились в арены, где можно поучаствовать в битве со случайным пользователем. В галактике начался период настоящего изобилия, когда путешествия на огромные расстояния стали доступными для всех благодаря открытию гиперпространственных врат. Больше нет необходимости в мощном оборудовании, наличию запасного топлива. Чтобы добраться до нужной Солнечной системы, сделать это можно за секунды даже на слабом судне. Но это не решило проблемы военных столкновений, которые только ужесточились. Но внезапно в работе начались катастрофические сбои, природа которых непонятна ученым. Коран, которая уже приобрела статус мифа и возымела для всех религиозное значение, может быть ключом к разгадке тайны. Ведь если перебои будут только усиливаться, вся галактика может оказаться в опасности.
Для любителей многопользовательского сражения в Homeworld 3 есть режим, который объединяет в себе стратегию в реальном времени и рогалик. Двум игрокам необходимо будет провести свои корабли через ряд испытаний, работая в команде или наоборот мешая. Задания, враги и опасности на пути будут генерироваться случайным образом. За каждую победу можно получить уникальные предметы или разблокировать мощные способности, которые сохранятся в последующих матчах. The Outer Worlds 2 — это RPG, сюжетная линия которой продолжает предыдущую часть. На этот раз описываемые события отправят пользователей в совершенно другую звездную систему, где будет действовать новая команда. Игроки смогут отправиться в занимательное путешествие на уникальную планету, наделенную прекрасной природой и удивительными животными. В этой научно-фантастической игре вам предстоит разгадать разные непростые задания, стоящие перед вами. Пользователь исполнит роль главного персонажа, пассажира космической станции, который пришел в себя после криосна, так как вы были отправлены в колонию Альцион на краю галактики. Но оказалось, что колонией уже давно овладело человечество, и герой со своими напарниками пробыли в замороженном виде 70 лет. На Альционе главный герой будет втянут в опасный заговор во главе некоторых группировок в лице бандитов и корпораций. В телеграм-канале «Быть Инди» я рассказываю об интересных новостях, связанных с игровой индустрией, новыми релизами и апдейтами. Также делюсь инсайдами собственных разработок и многое другое. Буду вас там ждать. Fragile Existence забрасывает пользователей в 22 век, а именно в 2173 год. Здесь Земля подверглась нападению флота неизвестного происхождения. Вся планета и прилегающие к ней территории оказались уничтожены и превращены в руины. Остатки населения были вынуждены покинуть небесное тело из-за высокого уровня угрозы. Теперь им предстоит выжить вдали от дома, осваивая отдаленные участки галактики и пытаясь обеспечить свое существование. Игроку же предоставляется возможность управлять этой группой и вести ее за собой на пути к лучшей жизни. Каждый объект, представленный в Fragile Existence, кажется загадочным и опасным. Отдавать приказ о высадке может только игрок, и он же несет ответственность за сохранность всего отряда. Чтобы начать исследование, достаточно подвести корабли на приемлемое расстояние и использовать соответствующую функцию. Далеко не все планеты будут иметь подходящие условия для существования и длительного проживания, но если нужное место все же найдено, можно начать обживаться. И хотя самым ценным ресурсом всегда останутся люди, важно позаботиться и о сборе ресурсов непосредственно для строительства и производства. Жилые комплексы, оборонительные системы, энергетические блоки и прочие штуки сформируют основу всего поселения. Но стоит учитывать, что враги будут искать выживших и любыми способами попытаются их уничтожить. Поэтому необходимо также разработать план по продвижению вглубь галактики. Каждая следующая планета может оказаться настоящим золотым кладом, имея в себе десятки или даже сотни тонн ценного материала. Fallen Frontier – научно-фантастическая стратегия в реальном времени, отправляющая вас на исследование дальних уголков космоса. Игровой процесс сочетает в себе множество классических элементов и ряд инновационных для жанра механик. Отправляйтесь на исследование открытого космоса, где вам предстоит столкнуться со множеством опасностей. Особенностью проекта выступает логистика, а также разрушения, моделирующиеся на основе физики. Посетите каждый уголок масштабной звездной системы. История игры вращается вокруг центральной планеты и ее спутников. Вы вольны свободно перемещаться по галактике в поисках ценных ресурсов и интересных событий. Многие процессы в мире Fallen Frontier генерируются случайным образом, поэтому игра никогда не повторяется дважды. Разработчики попытались сконцентрироваться на деталях геймплея. Игра опирается на физику и реалистичность, предлагая исследовать дальние уголки космоса. Во вселенной действуют 9 фракций, каждая из которых имеет свои уникальные механики и способности. Выбирайте свою сторону и отстаивайте свои идеалы. Распространите свою идеологию на всю галактику. Перед вами настоящий подарок для любителей научной фантастики и стратегий. Bridgeway – приключение от третьего лица с элементами управления космическим кораблем. На этот раз у вас будет возможность отправиться на просторы космоса, чтобы лично испытать на себе все трудности, сразиться с космическими пиратами, заняться торговлей или выполнением различных квестов. Поначалу может показаться, что игра не такая масштабная, но это только поначалу так.
В дальнейшем вам предстоит продумывать практически каждое свое решение, чтобы не стать легкой жертвой пиратов и случайно не улететь на орбиту звезды. Вам предстоит стать капитаном космического корабля, чтобы вы могли без проблем начать выполнять свои обязанности. Исследуйте окружение, постарайтесь получить ценные артефакты, нанимайте только лучший персонал и не забывайте проверять модернизацию и состояние космического корабля. В игре предусмотрены не только прямые столкновения на просторах космоса. Порой вам предстоит сталкиваться с системой взлома компьютеров, диверсиями и даже предательством. Но не стоит сдаваться после этого. Лучше собраться с мыслями и постараться любыми путями восстановить свое величие. Космос большой, в нем много интересного, и любой, кто хочет все увидеть, будет выживать несмотря ни на какие проблемы. Управляйте кораблем, беседуйте с экипажем и занимайтесь полезными делами. Все это принадлежит вам. Нужно лишь собраться с мыслями и постараться достичь успеха. The Invincible представляет собой приключенческую игру с видом от первого лица. Проект использует антураж ретрофутуризма и отсылает к космической гонке между США и СССР в 20 веке. Тайтл выполнен в сеттинге атомпанка. Он может понравиться тем, кто любит атмосферу научно-фантастических триллеров. В основу нелинейного сюжета The Invincible лег роман «Непобедимый» за авторством Станислава Лема. Главный герой работает ученым на борту корабля и отправляется на смертельно опасное задание. Научная экспедиция с его участием приземляется на планете Регис-3. Происходит некий инцидент, после которого протагонист приходит в себя на опасном небесном теле и понимает, что все члены команды куда-то пропали. После этого он отправляется на поиски своих коллег, начиная осознавать, что люди тут далеко не единственные существа. Ему предстоит открыть немало неожиданных тайн. Во время путешествия научный сотрудник вынужден полагаться на смекалку и рефлексы, чтобы выжить во враждебной среде. Также у него есть причудливые гаджеты и приборы. Он периодически сталкивается с аналоговыми роботами и дронами. Одни механизмы попытаются помочь мужчине, а от других придется убегать. Постоянно бродить пешком по пустынной и каменистой поверхности не потребуется, так как здесь есть транспорт. Игра дает порулить маленьким вездеходом. Спасибо Степану за поддержку этого выпуска. Вот такой получился насыщенный и интересный топ. Пишите в комментариях, какую игру я забыл включить. И не забудьте обязательно посетить мой телеграм-канал, там не менее интересно.